Привет, друзья! В этом видео покажу способ пассивно зарабатывать на криптовалюте с помощью торговых ботов. Мы с вами запустим торгового бота, я дам ему депозит $100, чтобы каждый из вас мог повторить. Покажу настройки, мы его запустим на месяц и в конце месяца посмотрим, сколько нам бот принесет прибыли. То есть это максимально пассивный заработок. Мы запускаем бота, он торгует, мы забираем прибыль. И все это можно благодаря боту Velis. Поэтому будем детально это рассматривать, настроивать и будем вместе с биржей Bybit. То есть он действует не только на бирже Bybit, но и на разных других биржах, там BitGet, OKX, Gate, разные другие биржи, BingX, это все можно настроить. Я покажу на примере биржи Bybit от начала создания бота до его полного запуска и реализации. И тут будет максимально интересно. Это эксперимент, который мы запускаем на месяц, и в конце месяца посмотрим прибыль. Поэтому смотрите до конца, ставьте лайк, подписывайтесь. Все полезные ссылки находятся в описании, а мы полетели. Смотрите, для того, чтобы вам создать торгового бота Velis, вам нужно перейти по ссылочке в описании на платформу Velis Finance. И здесь можно создавать торговых ботов, которые будут торговать за вас на криптовалюте. Можно на фьючерсах торговать, на споте торговать, на разных биржах, как вам удобно. И давайте с вами настроим бота. То есть после того, как вы зарегистрировались с помощью почты, зашли, сделали себе аккаунт, мы нажимаем создать бота. Прямо на главное можно создать бота. Окей. Теперь нам нужно подключить API. Как видите, у меня уже API подключен, у вас его еще не будет. Как это работает и как это вообще сделать? Для этого мы переходим на биржу Bybit. Смотрите, это мой аккаунт на бирже Bybit. У меня уже есть какой-то депозит. И нам для того, чтобы настроить торгового бота, нам нужно создать отдельный аккаунт, то есть субаккаунт, чтобы наши деньги не перемешивались с деньгами бота, которые мы ему дадим, чтобы он мог торговать. Для этого мы создаем субаккаунт. Нажимаем на наш аккаунт, далее перейти и создать аккаунт, нажимаем создать аккаунт. Выбираем название субаккаунта, в данном случае это будет Velis, пускай будет вот так, все. Далее выбираем единый торговый аккаунт, пароль мы не ставим, нужно походу без пробелов, Бам, все, готово. Нажимаем подтвердить. У нас создан субаккаунт. Теперь мы на этот аккаунт можем выделить деньги, которые мы позволим боту, чтобы он мог на эти деньги торговать. Здесь мы получаем код подтверждения, он пойдет нам на почту, и Google аутентификатор сюда вводим. После этого у нас создается субаккаунт. Далее, через вкладочку аккаунт, можем перейти на аккаунт. Вот у меня есть немножко другой аккаунт, вот этот вот. Мы зайдем на него, потому что у меня уже все настроено. Я вам просто покажу детально, как это можно настроить. После того, как мы перешли в наш субаккаунт, мы заходим в API. Здесь вот настройка API и создаем новый API ключ. API ключ позволяет боту подключиться к нашему аккаунту и торговать. Не бойтесь, с вашими средствами ничего не случится, он их никуда не выведет. Это абсолютно безопасно, потому что мы даем некоторые ограничения, чтобы бот мог только торговать на споте либо фьючерсах. То есть он не может выводить, и с субаккаунта максимум деньги можно вывести только на основной аккаунт. А к основному аккаунту у бота нет доступа, поэтому деньги ваши находятся в безопасности. Бот лишь может потерять ту сумму, которую вы настроите в самом боте Velis. Мы это перейдем чуть позже к этим настройкам, поэтому смотрите до конца. Окей, после того, как мы перешли в API, нам нужно создать новый API ключ. Создаем новый API ключ. Выбираем первый вот этот API ключ, созданный системой. Далее привязка к стороннему приложению. Прямо здесь вы можете уже выбрать бота Velis. То есть Velis официально сотрудничает с биржей Bybit, и вы можете выбрать его здесь, Velis, пишите Velis, все. Velis выбирается. Далее мы выбираем чтение и запись и даем доступ к единому торговому аккаунту. То есть у нас бот сможет открывать ордера, позиции смотреть, с деривативами торговать. То есть вот это все мы ему даем. При этом мы не даем ему доступ к активам вывод, то есть у нас нет доступа к кошельку, нет доступа к обмену. Бот может только открывать, закрывать ордера и анализировать статистику. Все. То есть он может только торговать. Нажимаем отправить. Скорее всего, когда вы создаете первый свой субаккаунт, вас еще попросят привязать Google аутентификатор. Привязывайте новый Google аутентификатор, это нужно для вашей же безопасности. Все эти данные подтверждаете, потом создаете, еще раз вводите Google аутентификатор, когда создаете ключ, и вам выдастся API ключ. Его нужно привязать к аккаунту Velis. Давайте покажу, как это сделать. Возвращаемся на главное, потом нажимаем настройки, далее нажимаем API ключи. Видите, у меня уже ключ установлен. Нажимаем добавить API ключ. Нажимаем ручное добавление, сюда вставляем API ключ и сюда вставляем API Secret, который можем взять на бирже Bybit после того, как вы создали API ключ. То есть максимально все просто. Создали, подключили. Здесь можно выбрать спот, либо фьючерсы. Также вот разные биржи. Можете посмотреть, какие биржи поддерживаются. И на этих биржах можете торговать с помощью ботов Velis. Окей, API ключ у нас подключен. Теперь можно уже настраивать торгового бота. Нажимаем создать бота. Далее выбираем название. Выберем ту монету, которую буду торговать. Я буду торговать на эфире, поэтому выбираем эфир. ETH, DCI. Все, DCI стратегия, то есть усреднение покупаем. Далее выбираем стратегию лонг. Можем посмотреть, кстати, график сразу. Выбираем монету здесь снизу ETH, вот эфир. Потом торговаться будет USDT. Все, у нас сейчас отобразится график эфира к USDT. Видим, что у нас по эфиру есть хороший график, хороший боковичок. У нас есть проливы, где бот может покупать. И есть рост, где бот может продавать. То есть на таких вот коррекциях бот может подкупать, на росте продавать, подкупать, на росте продавать, подкупать, на росте продавать. Чтобы вы это вручную сегодня сидели, делали, бот сам торгует за вас. Он торгует 24/7.
всем, когда вы едите, спите, когда вы вне рынка, вы просто настроили, и бот за вас торгует. Но это максимально удобный инструмент, и те, кто давно пользуется ботами, они могут подтвердить, что боты очень сильно упрощают торговлю, так как тут нет эмоций, и он работает 24/7. После того, как вы выбрали наш API-ключ, который мы подключили, далее long, далее выбрали монету, я покажу на примере эфира, можно брать Solana, Hype, альткоины, разные другие монеты. У нас вот показывается баланс. Точно, баланс перевести, совсем забыл. У вас же на субаккаунте еще нет баланса. Давайте покажу, как перевести баланс на субаккаунт. У меня уже на аккаунте есть $101. Я думаю, если вы торгуете криптой, то вы точно знаете, как пополнить биржу. Вы пополняете основной аккаунт на бирже Bybit, потом нажимаете кнопочку перевести и выбираете между субаккаунтами. Выбирайте из вашего основного аккаунта, вот аккаунт основной, с аккаунта финансирования, либо с единого торгового аккаунта, в зависимости от того, где у вас лежат USDT. Обычно у меня лежат на торговом аккаунте, значит я выбираю торговый аккаунт, выбираю монету USDT. Я уже все USDT перевел, то есть у меня там уже нету USDT. Окей. Выбираю аккаунт единый торговый. То есть мы переводим на наш субаккаунт из нашего основного в субаккаунт в единый торговый аккаунт. Обязательно смотрите единый торговый, потому что если вы переведете на аккаунт финансирования, вам потом придется с аккаунта финансирования переводить на единый торговый, потому что у нас бот торгует на едином торговом аккаунте. Поэтому мы переводим с основного аккаунта, с финансирования либо единого торгового на бота, на субаккаунт, бот для бота на единый торговый аккаунт. Надеюсь, вы это поняли, но это максимально просто. Все перевели, у вас USDT будут отображаться здесь. Теперь бот может торговать на ваши USDT, и они будут отображаться прямо у вас в терминале Belix. Я даю ему сумму 100 USDT, так как 100 USDT есть у каждого, поэтому мы запускаем такой эксперимент, что бот торгует на 100 USDT, и в конце месяца подведем, сколько же он прибыли принесет. Поэтому выбираем у нас агрессивный сценарий, я буду максимально рисковать, максимально агрессивную стратегию. Здесь у нас выбираются индикаторы, это RSI, то есть по RSI индикаторам он будет торговать. Также есть интервал, который указывается на данных индикаторах. Можно добавить свои индикаторы, свои фильтры, то есть полосы Боллинджера, еще какие-то другие индикаторы, которыми вы пользуетесь, вы можете сюда добавить. И исходя из индикаторов, бот будет заходить в позицию. Да, такое тоже уже можно настроить. Ордера сделки тоже выбираю агрессивный, и нам показывается сетка ордеров. То есть, как только цена будет спускаться на данное значение, у нас бот будет откупать. Вот сколько эфира он будет покупать. Соответственно, чем ниже у нас цена идет, тем больше эфира он будет откупать, то есть усредняя позицию. Как только цена будет выходить в плюс, он начинает будет продавать. То есть он создает такую сетку ордеров, где постепенно докупает позицию в случае ее снижения. Как только цена растет, он начинает постепенно распродаваться. Это все тоже можно детально настроить. Есть перекрытие. Перекрытие это как раз таки вот размер этой сетки. То есть если мы ставим 0,5, то сетка будет очень короткая. Если у нас чуть-чуть опустится, то все наши ордера соберутся. Это у нас очень агрессивный сценарий. Поэтому мы ставим 15. Чем больше этот процент перекрытия, тем у нас консервативнее будет бот торговать. У нас будут ордера все дальше и дальше друг от друга. Давайте поставлю 30, вы поняли. 30% выбираю. Видите, у нас ордера очень глубоко расположены. То есть у нас цена пойдет до 2700, вот 2744 последний ордер. У нас вот это вот все будет собирать бот. И средняя цена у нас будет 3237. Соответственно, здесь мы выбираем перекрытие, которое подходит именно вам. Я оставлю 15. Мне это, в принципе, устраивает. Средняя цена у нас тоже здесь отображается. Сетка ордеров. Это, соответственно, сколько у нас будет ордеров. Если вы берете 2 ордера, у вас будет всего 2 ордера. Первый здесь и второй будет здесь. Естественно, вероятнее всего цена так быстро не упадет. Этот ордер просто у вас не исполнится. У вас исполнится один ордер, и потом будете долго ждать, чтобы цена у нас вышла вперед, вверх. Поэтому я выбираю оптимальный вариант, 10 ордеров. Меня это устраивает, то есть цена будет постепенно снижаться, ордера будут у нас покупаться по этим значениям, и потом, когда цена будет выходить в плюс, бот будет продавать. Здесь можно указать, насколько каждый ордер будет больше предыдущего, то есть на 1%, на 2%, на 5%. Здесь выбирается то значение, которое вам подходит. Соответственно, чем больше это значение, тем больше у нас будет докупать бот со следующим ордером. Далее можно что еще у нас отступ указать. Отступ это от текущей цены, то есть чтобы он не прямо сейчас начинал торговать, а у него был отступ. Только если у нас упадет там на 0,2%, да, то у нас, соответственно, будет исполнен ордер. У нас видно, что здесь вот ордер находится. Можем поставить больше, допустим, 0,5%. Если у нас цена опустится на 0,5%, то у нас уже первый ордер сработает, у нас произойдет покупка. Здесь тоже выбирается то значение, которое подходит именно вам. Также можем поставить логарифмическое исполнение цен. Здесь можно настроить, видите, что у нас первые ордера ближе, и все дальше. Здесь можно настроить эту сетку, чтобы она, чем дальше ордера, тем они дальше друг от друга становились. Я это не использую, поэтому включаю. Здесь вы можете выбрать частичное выставление сетки ордеров. То есть всего лишь 2 ордера будут выставлены. То есть первый, второй ордер. Эти ордера у нас не будут отображаться на бирже, они не будут использоваться. То есть она будет маржа лежать. Поэтому здесь тоже лучше не использовать все ордера, чтобы стояли. Если выставите 10, то все вот эти вот ордера уже будут выставлены заранее на бирже. А если вы поставите только 2, либо 3, то только 3 ордера будут здесь отображаться на бирже. То есть бот за вас поставит лимитки, только 3 ордера поставит. А эти вот все они еще не будут стоять. Если она продолжит снижаться, то бот поставит еще новые 3 ордера. Поэтому здесь тоже можете настраивать. Я не рекомендую ставить максимум, потому что чтобы у вас оставалась маржа в случае чего. Далее можно подтяжку сетки ордеров тоже поставить. Разную тут можно значение ставить. Здесь вот как пишут нам подсказку, можно указать процент движения в сторону профита, при котором сделка отменится, если первый ордер сетки не исполнится. Соответственно, здесь я ничего не трогаю, я поставлю, как у нас было в
агрессивном сценарии. Все, у нас 0.04. Можно остановить бота после завершения сделок, тоже я это не ставлю, чтобы у нас бот постоянно работал. Далее можно поставить take профиты, то есть в случае того, если цена у нас подвинется на 1% вверх, у нас бот зафиксирует профит в USDT, здесь можно выбрать валюту. Вот, соответственно, можете поставить гораздо меньше значения, допустим, если цена у нас вырастает на 0.2%, у нас бот сразу фиксирует позицию. Я ставлю 1%, меня в принципе это устраивает. Также можно поставить стоп-лосс, стоп-лосс у нас ставится за последний ордер, то есть видите, у нас если все ордера соберутся, если у нас все равно пойдет ниже, у нас работает стоп-лосс, и у нас видно, сколько мы потеряем. Стоп-лосс я не ставлю, опять же, есть разные боты со стопами, без стопов, тут каждый выбирает под себя. Стоп-лосс по сигналу, такая же функция есть, можно у нас выставить отступ, и в зависимости от этого отступа у нас будет срабатывать стоп. Я это тоже не ставлю, поэтому каждый торгует как ему нравится. Мы можем протестировать бота, нужно протестировать, выбрать свечи, выбрать период, какой вы можете поторговать, комиссию тейкера-мейкера, и у нас покажет, сколько он у нас заработает. Период выберем с 24 по 31, и давайте посмотрим, сколько у нас бот проторгует и заработает. И мы видим, что у нас бот заработал $1 21 цент. Соответственно, такую прибыль вы можете получить, это опять же он примерно прогнал, и вот такую прибыль вы можете получить после того, как бот у нас проработает 7 дней. Вы скажете, так это небольшая прибыль, соответственно у нас небольшой депозит, и поэтому мы торговали всего лишь 7 дней. Вы можете заранее проставить более агрессивные настройки, более консервативные в зависимости от вашего депозита, выбрать более длительную дистанцию и посмотреть, сколько бот заработает. Но это все лишь у нас на, скажем так, на бумаге, но мы с вами проверим в действии, поэтому мы берем этого бота и запускаем. То есть мы не только просто взяли, там, прогнали, посмотрели, как он работает, а мы прям берем, его запускаем и даем ему работать. Нажимаем запустить. Все, у нас бот запущен, и теперь он ожидает сигнала. Как только у нас опустится на 0,2%, у нас там сработает первый ордер, и бот начнет уже торговать. И через месяц мы с вами вернемся и посмотрим, сколько он нам заработает на 100 баксов. Если у нас бот будет прибыльный, то мы увеличим депозит и посмотрим, сколько он заработает на другую сумму, там, допустим, на 500 баксов, на $1000. Поэтому будем проверять этого бота. Это Veles. Ссылочка на бота Veles находится в описании. Вы можете сами нырнуть, попробовать настроить под свои настройки. Также у них есть, смотрите, есть сигнальные боты, другие торговые боты на разные валюты. Здесь там можно тоже все посмотреть, скопировать этих ботов. Минимальный депозит, видите, минимальный депозит 75, на 50 баксов минимально торговать можно, на 150 баксов, на 250. То есть есть marketplace, ну, либо как-то, ну да, по сути, marketplace с ботами, где вы можете уже скопировать готовых ботов, подкорректировать его под себя и начать им торговать. Также у них есть испытания, где вы можете зарабатывать себе USDT-шки на баланс. Также у них есть marketplace, здесь отображаются разные другие боты. И у них есть вики. Соответственно, в центр помощи в вики вы можете ознакомиться с ботами, как они работают, более детально, подробно углубиться в эту тему. Тут разобрано прям все до детальных настроек, то есть вы можете прям с нуля научиться настраивать ботов и на этом зарабатывать. И благодаря этому есть такой центр помощи, где все эти вот полезные статьи находятся для того, чтобы настраивать торговых ботов. Вы меня спросите, это бесплатный или платный бот? Этот бот, назовем так, условно бесплатный. То есть вы можете запустить торгового бота, ничего не платя. При этом у них они удерживают 20% с прибыли. То есть 20% с прибыли они удерживают. Всего максимально бот у вас может забрать прибыли 50 баксов. То есть вот 50 баксов в месяц, всего максимально бот может с вас заработать на споте и на фьючерсе. То есть общее в месяц он может с вас заработать только 100 баксов. Если вы зарабатываете гораздо больше, то есть он берет 20% от прибыли, если вы заработали больше, и бот уже забрал у вас 50 баксов с прибыли, то все, вы дальше ничего не платите, то есть бот торгует, и вы это все забираете себе в карман. Поэтому это такая вот выигрышная стратегия, когда вы можете сразу запустить бота, ничего не платить, а платить только процент с прибыли. И если ваша прибыль достаточно таки большая, то больше 50 баксов бот с вас не может взять. Поэтому можете сами нажать по ссылочке в описании, попробовать по моим настройкам настроить, как я, повторить за мной вместе со мной протестировать, либо настроить под свою сумму, под свои задачи торгового бота на разные монеты, которые вы хотите торговать. Ну что, надеюсь, такой эксперимент был вам интересен. Через месяц подведем итоги, сколько бот заработал. Я буду вам транслировать все в телеграм-канал. Также буду в сторис в инстаграме показывать, поэтому обязательно подписывайтесь на телегу и в инстаграме тоже подписывайтесь. Ссылки находятся в описании. Все ссылки на бота, на Байбе тоже с бонусами находятся в описании. Можете перейти, ну и забрать ваши бонусы. Ну, а через месяц подведем итоги, поэтому ставьте видос лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить итоги. Также смотрите другие ролики на нашем канале, а мы с вами увидимся в следующих видосах. Всем пока!